6 месяцев я занимался разработкой своей игры в жанре Metroidvania, совмещая ее с основной работой, и сегодня хотелось бы подвести итог такому длительному периоду времени и показать, на каком же этапе находится моя игра. Oh shit, here we go again. Я не сразу приступил к разработке этой игры, до этого у меня был небольшой этап прототипирования. Я собрал несколько игр, но они мне совершенно не понравились. И я нашел ассет-пак для платформера. Я думал, что этот жанр очень избитый и в принципе не хотел за него садиться, но затем собрал небольшую локацию и почему-то мне это очень понравилось. После чего я решил как-то углубить эту игру и понял, что надо делать не просто платформер, а метроидванию. Для игр в этом жанре характерно наличие большой карты с разнообразными врагами, ловушками, секретными комнатами, а также быстрыми путями передвижения из одной части локации в другую. Соответственно, игроку придется очень много передвигаться, и в своей игре я постарался сделать систему передвижения максимально удобной и отзывчивой. Начнем с самого простого. Это вариативность прыжка. Суть очень простая. Если вы дольше удерживаете кнопку прыжка, соответственно и персонаж прыгает выше. В тандеме с этой механикой на прыжок влияют еще две. Это время койота и буферизация прыжка. Время койота позволяет вам совершить прыжок, даже если персонаж уже не находится на земле. После того, как вы сойдете с края платформы, у вас есть небольшой запас времени, чтобы буквально оттолкнуться от воздуха. Сделано это, чтобы нивелировать обработку ввода компьютером, а также несовершенство человеческой реакции. У игрока есть небольшое право на ошибку, чтобы мелкие просчеты не приводили к падению. Для того же самого сделана и механика буферизации прыжка. Суть простая. Если персонаж еще находится в воздухе, а игрок уже нажал прыжок, игра запомнит это, и когда персонаж коснется земли, игра сразу же выполнит прыжок. Также игрок может взаимодействовать и со стенами. Персонаж умеет карабкаться, скользить по стенам, а также подтягиваться на уступах. Но у вас не получится долго висеть на стене, потому что если вы это попробуете сделать, то персонаж начнет соскальзывать. Но спокойно передвигаться по миру игры вам никто не даст. На вашем пути постоянно будут возникать враги и ловушки. Сейчас в игре есть 3 типа врагов и 3 типа ловушек. Враги пока не блещут интеллектом и имеют очень простой паттерн поведения. Например, обычный враг. Если он не видит игрока, то он либо спит, либо патрулирует территорию. А если он замечает игрока, то он как можно быстрее бежит к нему и старается его ударить. В отличие от обычного врага, призыватель действует совершенно по-другому. Когда он замечает игрока, он старается от него убежать, так как сам не умеет атаковать. Но если уже прям прижало, то он вызывает своих приспешников, которые должны защитить его от игрока. Естественно, он не может бесконечно призывать все новых и новых врагов, и на этой системе нельзя будет бесконечно фармить внутриигровую валюту. Враг дальнего боя тоже старается разорвать дистанцию с игроком, но не потому, что не умеет атаковать, а наоборот, чтобы более эффективно исполнить свою атаку. Зачастую она покрывает все свободное пространство между игроком и врагом, но так как у атаки есть кулдаун, при любой удобной возможности враг будет стараться разорвать дистанцию с игроком. Для борьбы с ними у игрока есть 2 инструмента. Первый — это 2 меча, с помощью которого можно составлять комбо-атаки. И третья атака в этом комбо заменяется либо на рубящий удар сверху, который наносит большой урон, либо на крутящий удар, который наносит не такой большой урон, но зато по большой области. Второй инструмент — это дробовик. Он наносит большой урон врагам, а также очень сильно их отбрасывает. Но для того, чтобы из него выстрелить, надо будет накопить какую-либо энергию. Он будет полезен в тех местах, в которых враги будут стоять рядом с ловушками. Потому что в моей игре есть механика: если вы оттолкнули врага, допустим, на шипы, то они сразу же умирают.
Из него можно стрелять даже в воздухе, но вот что касается мечей, тут механика немного другая. Когда вы находитесь в воздухе и пытаетесь атаковать мечами, то атака будет одинарная и направлена в ту сторону, в которую смотрит персонаж. Но вот если зажать клавишу вниз, ваша атака будет направлена вниз, и вы сможете отпрыгивать от врагов и ловушек, которые находятся внизу. Этот удар сильно связан с ловушками. Например, медвежий капкан. Вы можете просто ходить по локации и попасться в него, после чего он сработает, вы получите урон, а дальше он будет стоять в закрытом виде и не будет вам мешать. Но вы также можете сделать прыжок, удар вниз, и тогда он тоже сработает, но вы не получите урон, и он больше не будет мешать вам исследовать локацию. Отскок от шипов, в свою очередь, будет позволять вам попасть в те участки локации, до которых вы просто так не смогли бы добраться, например, с использованием одного дэша. Но при совокупном использовании дэша и отскока от шипов вы сможете туда попасть. В таких местах будут зачастую скрыты различные награды, улучшения, а иногда квестовые и коллекционные предметы. Гена на. Крокодил в ванной! От циркулярных пил тоже можно будет отскакивать, но в игре также будут циркулярные пилы, которые не крутятся, и они не будут наносить урон игроку. Они будут использоваться примерно в таких же сегментах, как и шипы, чтобы игрок с помощью отскока смог добраться в какое-то секретное место и там получить награду. Но чтобы это было не так сложно, некоторые пилы не будут крутиться, чтобы игрок не получил урон. Теперь можно перейти к локациям. Сейчас единственная локация, которая имеет более-менее законченный вид, это лес. Вместо подробного описания, как я ее собирал и что использовал, я бы хотел остановиться только на более-менее интересных моментах. Так как лес это у нас природа, ветерок, то соответственно захотелось оживить кусты и деревья, чтобы они как будто бы реагировали на него. На деревья я добавил шейдер покачивания, а на кусты как будто бы они потряхиваются на ветру. Небольшой затуп у меня случился с темными областями, которые скрывают от глаз игрока некоторые декорации. Для меня главное было в этих темных областях, чтобы я как угодно мог придавать им форму. Я попытался это сделать с помощью полигона и шейдера, но у меня вообще ничего не получилось, и я практически опустил руки, думая, что мне придется придумывать что-то другое. Но потом я попробовал использовать самый банальный и простой подход. Нет, друг мой, с научной точки зрения вы совершенно... Да хуй здесь научный, я тебе по-простому говорю. Я протянул линию вокруг всего полигона и придал ей градиент. И добавил кнопку в инспектор, чтобы можно было синхронизировать и линию, и полигон. И этот подход отлично сработал. Еще одно подтверждение тому, что не всегда надо придумывать самое сложное и изящное решение. Иногда простота реализации и банальность намного важнее. Чтобы придать локации глубину, я использовал параллакс и размыл его, а также распределил все декорации на разные слои. It's so fucking deep. После чего затемнил задний слой, чтобы декорации спереди выглядели ярче. В дальнейшем хотелось бы добавить в эту локацию какой-то туман, светлячков или летающие листья, но это на будущее. Для системы камер в своей игре я использовал плагин Phantom Camera 2D. Он позволяет легко менять основную камеру на локации, а также гибко настраивать любую из камер. И я немного модернизировал скрипт этой камеры, чтобы была возможность посмотреть вверх или вниз, а также я немного сдвигаю камеру в ту сторону, в которую смотрит игрок. Это все моменты по игре, про которые я хотел рассказать. Да, в целом за 6 месяцев прогресс не такой уж и большой, но учитывая то, что я занимаюсь этой игрой в свободное время и в свое удовольствие, то я доволен. Сейчас я уже более-менее определился с теми моментами геймплея и дизайна, которые будут присущи моей игре. Я очень хочу заняться разработкой боссов и новых врагов, а также уже начал создание новой локации. Осенью я собираюсь выложить страничку со своей игрой в Steam и начать собирать виш-листы. Если вам интересна моя игра, добавляйтесь на Discord сервер по ссылке в описании.
там я буду стараться регулярно рассказывать о ходе разработки игры. Также, если вам понравилось это видео, то пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующий девлог.